Почему мужчина перестал ухаживать? Особенно этот вопрос актуален, когда у вас уже есть отношения, неважно, это гражданский брак или официальный брак, но вот мужчина был, когда у вас еще не было официальных отношений или пока вы не начали жить вместе, мужчина был относительно внимателен, а потом вдруг наступает какой-то пшик, и мужчина испортился. Шарик сдулся. Открывал двери, подавал руку, предлагал помощь по дому, еще что-то делал, обращал внимание на то, что вам нравится, или хотел быть для вас максимально полезным, а потом вдруг раз и перестал это делать. Почему так происходит? Мы, женщины, очень часто начинаем грешить на то, что был мужик и испортился. Все, батарейки сдохли в той функции, которая отвечает за ухаживание, за джентльменство в мужчине. И теперь все, или лимит исчерпан, и теперь нам до конца наших дней мириться с тем, что вот такой он невнимательный, чурбан неотесанный, и, собственно говоря, ему абсолютно наплевать на то, что происходит, нравится нам это или нет. Что греха таить? У меня у самой такое в семейной жизни было. И я сейчас буду делиться с вами секретом, который помог мне, и как психолог я на консультациях рекомендую это моим клиенткам, и это очень здорово срабатывает, и очень настоятельно рекомендую вам на это обращать внимание. Меня зовут Касаткина Алла, я психолог, я работаю с женщинами. Вот здесь видео, ссылка на мой сайт, можете переходить на него, там есть масса материалов полезных для вашего женского счастья, и не только для счастья, там и для самооценки, и для карьеры много всего полезного есть. Но мы возвращаемся к мужчинам и к тому, а почему же они перестают ухаживать? Что же такого происходит, от чего этот механизм вдруг ломается? Вы не поверите, но эта ситуация у нас проявляется на разных этапах жизни по-разному, но чаще всего что происходит? В какой-то момент мы начинаем понимать, мы в смысле женщины, начинаем понимать, что пока его допросишься, пока ему расскажешь, пока его дождешься, да ну его в баню, я сама быстрее 35 раз делаю. Вот это то, что я слышу на консультациях каждый раз, когда мне женщина с одной стороны жалуется на мужчину, на его невнимательность, а с другой стороны объясняет, как она дома все это дело делает. И вообще в их отношениях она все делает. Его просишь, не допросишься, ему говоришь, не договоришься, ой, он не так делает, не то, не сяк, мне самой быстрее. Быстрее сбегать в магазин, быстрее убрать, быстрее помыть, быстрее передвинуть, быстрее открыть себе дверь, быстрее чего-нибудь закрыть, еще чего-нибудь, быстрее. И мы начинаем переть впереди. Как танки. Поперли! А мужчина стоит и смотрит. А я ей зачем? Мужчине, я уже много раз говорю в своих видео, и надеюсь, вы это помните, мужчине важны действия. Наши слова ему до лампочки. Мужчина четко считывает все с нас через наши действия. Мы можем молча все сделать или кричать непонятно о чем, но делать. Мышки плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Вот мы это можем делать, и мужчина будет считывать, как с выключенным звуком с телевизора, только наши действия. И представьте себе теперь, зачем ему что-то делать для вас, если вы все умеете сами? Незачем. В нем нет надобности. Точно так же, как и он. Если я умею есть сам, зачем меня кормить? Я поем. Если я умею забивать гвозди, зачем мне держать пальчиком гвоздь, если я это в состоянии сделать сам? Вот мужчина точно так же и переносит свое решение и свою систему ценностей на вас. Если она умеет это делать сама, зачем мне это делать? И тут появляется два интересных варианта. Если ваш мужчина пришел в ваши отношения только брать, такой берунчик, ему очень выгодно то, что вы все тянете на себе. Он сразу говорит: хочешь – неси, тебе надо – делай, тебе важно – тяни, и он отходит в сторону. Мало того, у него появляется масса свободного времени и энергии для того, чтобы заняться собой. Для того, чтобы поглядеть по сторонам и посмотреть на других женщин, в том числе, мои дорогие, пока вы превращаетесь в домашнюю лошадь, которая тянет все на себе. Он начинает выискивать тех,
возле которых он сможет покрасоваться Гоголем. Угу. А нормальный мужчина, который, в принципе, привык помогать, который знает, что мужчина должен заботиться о своей женщине, который хочет это делать, он уйдет, потому что он стал не нужен, потому что все то, что для него является важным, ценным, значимым в отношениях с женщиной, женщине не пригодилось. И он для себя делает вывод, значит, я для нее не хорош, я ее не стою, я ей не нужен. Представляете, какую информацию вы транслируете своему мужчине? Вы точно об этом думали, когда отодвигали его в сторону и говорили «я сама». У меня когда-то в семейной жизни была история, когда я поняла, что я зашиваюсь. Муж говорит, я не умею выбирать продукты, поэтому за продуктами мы ходим вместе. Я не умею делать то, поэтому мы это делаем вместе. И я в какой-то момент для себя сделала выбор. Пусть он сходит в магазин и принесет мне не совсем те продукты, а я уже из того, что есть, приготовлю поесть. А я в это время буду либо собой заниматься, либо буду делать то, что для меня важно. Но я не могу делать все вместе с ним, потому что когда мы вернулись из магазина, он отдыхает, а я стою у плиты. Да, сначала и в мусорное ведро летели продукты, было такое. Но зато потом он прекрасно научился и продукты выбирать, и с удовольствием ходит за покупками, и потом рассказывает, что он еще нашел интересного, вкусного для того, чтобы можно было приготовить. И ему это важно. Точно так же я распахивала себе двери, а потом в какой-то момент я остановилась и стала ждать мужа, пока он мне откроет дверь. И это работает. Потому что сейчас мужчины понимают, если женщина остановилась, значит, я могу быть ей полезен, я могу открыть ей дверь. И точно так же вам не надо хватать все сумки, нести в руках, а оставьте большую часть мужчине, хотя бы потому, что он крепче. И когда мужчина будет понимать, что он для вас полезен, ценен, ему будет интереснее с вами, потому что он знает, что он может быть ценным в этой паре. А теперь давайте для того, чтобы хорошо закрепить этот материал, я задам вам несколько вопросов, а вы просто себе мысленно ответьте на них. Это будет у нас с вами такой мини-практикум, а потом в комментариях вы мне напишите ответы, что ценного, интересного и важного о себе вы узнали из этих ответов. Хорошо? Итак, смотрите. Где вы уже сейчас впереди своего мужчины бежите? Где вы хватаетесь за дела по принципу «мне самой удобнее»? Вот просто так мысленно можете даже на паузу поставить и быстренько сами себе ответить. Вы ведь наверняка знаете, где это происходит. Следующий вопрос. Где вы пытаетесь соревноваться со своим мужчиной? Где вы хотите ему показать, простите, пожалуйста, что у вас есть железные яйца? Где вы пытаетесь ему доказать в делах, в работе, в отношениях и еще где-то, что вы круче, чем он? Где вы включаете режим соревнования? Потому что это тоже мужчину очень сильно деморализует и лишает вас саму привлекательности. Подумайте об этом. Ну и самый важный вопрос. А где же вы блокируете инициативу мужчины? Где вы уже наперед, когда он только заикается, а может быть нам это, а может быть нам то, или я хотел бы вот это, где вы уже наперед раньше его знаете, что все это ничего не стоит, яйца выеденного, время потраченное зря, где вы обрезаете крылышки своему мужчине? Вот эти 3 вопроса могут в корне перевернуть ваши отношения. Вот эти 3 вопроса могут даже из любого увольня диванного, как я говорю, сделать мужчину, который захочет быть вашим рыцарем. Подумайте об этом и сделайте правильные выводы для своего собственного счастья. Жду ваших комментариев и ваших историй. С вами была Алла Касаткина, проект «Ладно и я». Вот здесь в комментариях можно со мной поспорить, можно доказать мне свою правоту. Я с удовольствием вас выслушаю и отвечу на ваши комментарии. Пока-пока.